Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами о жизни в кредит. Только не о нашей с вами жизни, а о жизни белорусских предприятий и о том, как они погрязли в кредитных долгах. Министерство финансов наконец-то осмелилось опубликовать кредитную статистику. И, если честно, цифры просто ужасают. По состоянию на 1 марта 2021 года суммарная кредитная задолженность всех белорусских предприятий составила 42 миллиарда белорусских рублей. Это 1/3 ВВП нашей страны. При этом лидерами по кредитной задолженности являются предприятия обрабатывающей промышленности. Их суммарная задолженность составляет более 22 миллиардов белорусских рублей. В одном из прошлых видео я уже рассказывала, к чему приводит дебиторская задолженность в национальной валюте – к потере оборотных средств. А без оборотки невозможно продолжать экономическую деятельность. Именно поэтому белорусские предприятия постоянно вынуждены обращаться в банк за краткосрочными кредитами, которые они используют в качестве собственных оборотных средств. Так, только с начала прошлого года кредитная задолженность по краткосрочным кредитам в национальной валюте предприятий обрабатывающей промышленности увеличилась на 77%. При этом желающих дать в долг на длительный срок белорусским предприятиям было не так много. Суммарная задолженность предприятий обрабатывающей промышленности в национальной валюте составляет чуть более 7 миллиардов белорусских рублей. При этом 4 миллиарда из которых – это задолженность по краткосрочным кредитам, которые необходимо отдать в течение этого года. Далее идет оптовая и розничная торговля. Суммарная задолженность таких предприятий составляет 3,5 миллиарда белорусских рублей. Ну а следом сельское, лесное и рыбное хозяйство. Задолженность этих предприятий составляет более 2 миллиардов белорусских рублей. Больше всего кредитов в обрабатывающей промышленности у предприятий, которые производят продукты питания, напитки и табачные изделия. Суммарная задолженность этих предприятий составляет порядка 5 миллиардов белорусских рублей. И опять половина из этой суммы – это краткосрочное кредитование, которое необходимо отдать в течение этого года. А вот по валютным долгам лидерами являются предприятия химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Суммарная задолженность таких предприятий составляет почти 2 миллиарда долларов. И выросла она почти на 12% с начала прошлого года. При этом Нафтан, одно из самых крупных предприятий нефтепереработки в нашей стране, градообразующее предприятие в городе Новополоцке, предприятие, которое является одним из самых крупных налогоплательщиков Витебской области, собирается взять очередной кредит в размере 500 миллионов долларов на строительство новой этиленпропиленовой установки для завода «Полимир». Как объясняет главный инженер завода «Полимир», необходимость взять новый кредит у Нафтана возникла только из-за того, что у них нет собственных оборотных средств. Не стоит забывать о намерении Лукашенко взять очередной кредит для строительства нового комплекса на Гродно-Азот. Речь идет о проекте стоимостью 1,3 миллиарда долларов. Опять мы говорим о валютном кредите. То есть что мы получаем? Уже существующий кредит в размере 2 миллиардов долларов предприятий химической нефтеперерабатывающей промышленности в ближайшее время легко может увеличиться вдвое. Стоит также отметить предприятия деревообрабатывающей промышленности. Их долги в валюте по долгосрочным кредитам составляют 470 миллионов долларов. Причем эти долги тянутся еще с момента проведения модернизации на этих предприятиях. А также стоит отметить производителей резиновых и пластмассовых изделий. Их валютные долги по долгосрочным кредитам составляют более 600 миллионов долларов. В среднем белорусские предприятия тратят порядка 30% на выплату задолженности по кредитам, 30% от своей выручки. При том, что безопасной нормой кредитозависимости является выплаты не более 10% от выручки. Но сегодня я хочу вам рассказать пример, который не входит в средние значения.
У нас, конечно, нет данных по нефтеперерабатывающим заводам, так как эта статистика является закрытой на Белстате. Однако мы можем перенести простые расчеты на масштаб города. Возьмем, к примеру, Новополоцк. В Новополоцке расположен флагман нефтеперерабатывающей промышленности «Нафтан». Это самый крупный налогоплательщик этого города. За прошлый год весь город Новополоцк получил выручку в размере 8,4 миллиарда белорусских рублей от реализации всех товаров и услуг. При том, что все предприятия Новополоцка в прошлом году отправили порядка 6,5 миллиардов белорусских рублей на погашение кредитной задолженности. 80% от выручки. Не 10, не 30%, а все 80% от выручки. Учитывая мощностной потенциал Нафтана, Полимира и всех предприятий города Новополоцка, хочется спросить у руководителей этих предприятий, а где ваша прибыль? Где ваши оборотные средства? Для таких предприятий, как Нафтан, большой объем оборотных средств, причем в валюте, просто жизненно необходим. Ведь речь идет о миллионах долларов на закупку нефти. И эти суммы нужны ежемесячно. Таким образом, предприятия, такие как Нафтан, используют краткосрочные кредитные линии в качестве собственных оборотных средств и закупают на них сырье, выплачивают с них налоги, выплачивают с них заработные платы. Но наступает момент, когда предприятие уже не может платить по всем своим обязательствам. И тогда наше правительство принимает решение выдать очередную субсидию таким предприятиям. То есть сначала они принимают решение о выдаче дешевых кредитов, вернее, они давят, оказывают влияние на банки, чтобы те дали под маленькие проценты эти кредиты. А потом они выдают субсидию из государственного бюджета на погашение этих дешевых кредитов. То есть опять за наши деньги. Мы платим налоги в государственный бюджет для того, чтобы чиновники улучшали нашу жизнь, а они вместо этого направляют эти деньги в предприятия, которыми управляют либо неквалифицированные руководители, либо коррупционеры, которые участвуют в схемах по выводу прибыли из государственных предприятий на частные счета приближенных Лукашенко. Именно руководители таких предприятий, чиновники и министры ответственны за эту ситуацию. Они либо находятся не на своих местах, не обладают соответствующей квалификацией и не могут выполнять свои обязанности, почему и вы обязаны просто уйти в отставку. Либо они являются сами соучастниками коррупционных схем по выводу прибыли из этих предприятий. Они либо сами участвуют в этих схемах непосредственно, либо просто закрывают глаза на эти схемы. А главе КГБ Ивану Тертелю, по моему мнению, необходимо заняться своими прямыми обязанностями, а именно обеспечить безопасность Беларуси, в том числе и в экономической сфере, вместо того, чтобы гоняться за преступниками, захватчиками, ради того, чтобы один человек воплотил свои фантазии в реальность. И напоследок, наш канал рассказывает вам только факты. Мы рассказываем вам только правду о реальной экономической ситуации в нашей стране. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Чем больше людей узнает правду, тем больше шансов у нас что-то изменить.